Таисия сидела в кресле с задумчивым видом и смотрела в окно. Решение предстоит важное. Хотя, разве ей вообще что-нибудь можно решать? За нее уже все решили дети. Пожилая женщина не могла поступить иначе. Она сделает так, как они хотят. У детей проблемы с деньгами, а мать должна им помочь. Таисия тяжело вздохнула. Надо вещи потихоньку собирать. Только самое необходимое можно взять, а все остальное останется здесь. А потом все это исчезнет. Все ее вещи, мебель, все это уйдет на мусорку, когда дом купят чужие люди. Но Люда и Коля дали четкие указания. Если ты будешь жить у нас, то бери с собой только одежду, альбом с фотографиями. А мое вязание, у меня столько вещей, которые я хочу сохранить, как же я все оставлю, сказала Таисия, но Люда недовольно ответила. Нет, мама, только самое необходимое, максимум 2 чемодана. Нечего с собой старье всякое брать, у нас нет столько места, чтобы хранить все это. Таисия поняла, что ей придется расстаться со всем, что для нее было важным. Конечно, для детей это было не важно, но для нее это была память. Ей было очень грустно от этого. Люда и Коля дали ей неделю на сборы, а потом они будут продавать дом. Дети уверяли ее, что если бы не проблемы с деньгами, они оставили бы дом матери. Но им очень нужны были деньги, поэтому они уговорили ее продать дом. Они сказали, что не бросят ее, что она будет жить с ними. Правда, они еще не решили, с кем именно, но они уверяли, что пожилая женщина не останется на улице. Таисии было все равно, с кем жить, лишь бы ее дети не бросили. Всю неделю она ходила по своему дому и собирала самое необходимое. Каждая вещь вызывала воспоминания, и женщине было тяжело расстаться с дорогим ее сердцу вещами. Она собрала 2 чемодана вещей и еще одну сумку с новым постельным бельем и фарфоровыми статуэтками. Конечно, постельное белье было не совсем новым. Оно уже много лет лежало у нее, но им ни разу не пользовались. Таисия считала, что детям оно пригодится, а фигурки были очень красивыми, и жалко их было выбрасывать. Дети не откажутся принять подарок. Через неделю дети приехали за Таисией. Люда была недовольна, что мама столько чемоданов приготовила. «Я же сказала тебе, чтобы ты взяла как можно меньше». «Да куда уж меньше. Я собрала сумку для вас, там постельное белье и фарфоровые статуэтки», — возразила Таисия. Люда хотела что-то ответить матери, но передумала. «Ладно, заберем 3 чемодана», — ответила она. Таисия жила в той части города, где постепенно начали строиться многоэтажки. У нее был большой участок земли, а покупателем был богатый человек, который впоследствии построит там двухэтажный дом. Домик Таисии будет разрушен, больше ничего не напомнит о том, что когда-то здесь долгое время жила старушка. Таисия переехала к дочери. Теперь она жила в шикарной квартире. Ей выделили комнату, которая раньше была кабинетом мужа Люды. Муж был очень недоволен, но Люда уговорила его, чтобы он освободил комнату. Купили простенькую кровать и маленький шкафчик. В комнате было не очень уютно. Таисия не могла поставить свои фотографии. Она уговорила дочь, чтобы ей выделили маленький столик. Люда была недовольна, но все же купила ей небольшой комод. «Зачем тебе стол? Ты что, писать за ним будешь? И так зрение слабое, вообще его посадишь», — возмущалась Люда. Таисия отдала дочери чемодан, в котором она привезла постельное белье и фарфоровые статуэтки. Дочь взяла подарки, но ничего не сказала. Таисия потом не видела этого постельного белья, и статуэтки дочка не выставила. Она спрашивала потом, куда делся этот чемодан, но дочь возмутилась. «Мама, отстань от меня со своими вопросами. Валяется чемодан в кладовке вместе с твоими подарками. Я же говорила тебе, что мне не нужно постельное белье, и это старье уже давно пора на помойку выбросить.
И статуэтки мне не нужны. Потом Коле подаришь». Со временем отношения между мужем и Людой начали портиться. Его раздражало постоянное присутствие матери жены в доме. Люда начала злиться на мать, что та постоянно путается под ногами. Она позвонила брату и сказала, чтобы тот ненадолго взял мать к себе. «Она же тоже твоя мать. Пусть живет у нас по очереди. Сейчас твоя очередь, так что забирай ее», — сказала она брату. Коля был недоволен, но согласился, и Таисия переехала к сыну. Ее мнение никто не спрашивал, дети просто решили за нее. Жена Коли была отвратительной женщиной. Она не приняла того факта, что свекровь теперь жила с ними. Она не подпускала ее на кухню, не разрешала смотреть телевизор в зале. Таисия постоянно сидела у себя в комнате. Телевизора у нее не было, хотя она просила Колю купить ей. «Мама, что за глупости? У меня нет лишних денег, чтобы покупать тебе телевизор. Я тебе радио принесу. Будешь его слушать? И, пожалуйста, не зли Лену. Она постоянно жалуется на тебя», — ответил Коля. «Почему же она жалуется? Я ничего плохого ей не делаю. Я только попросила ее вчера сделать мне чай, а она как закричала на меня. Мне просто пить хотелось». Коля ничего не ответил, только нахмурился и в тот же день позвонил своей сестре. «Люда, нам нужно что-то делать. Моя жена ужасно злится, что мама постоянно путается под ногами. Давай определим ее в дом престарелых». Люда возмутилась. «Да ты что выдумал еще? За это платить надо. Или ты будешь платить за нее?» «Я не буду платить. Делать мне больше нечего, будто мне деньги некуда потратить». «Ну тогда забирай ее к себе. Я уже устал от нее. Выходит на кухню, как привидение, в глаза так жалобно смотрит, как будто мы ей что-то должны, как будто она обвиняет нас в чем-то. Мне все надоело уже», — ответил Коля. «Нет, я ее забирать не собираюсь. Она у меня и так достаточно пожила, а у тебя всего месяц. Давай думай, куда ее определять. На улицу же ее не выбросишь, мать все-таки», — ответила Люда. «Если бы я знал, что так сложно будет, я бы не согласился дом продавать», — сказал Коля. «Да ты же первый кричал, что тебе деньги нужны. Почему тогда ты не задумался о том, что придется куда-то деть мать? Я предупреждала тебя, что она живучая, еще долго проживет, а теперь будет мучить нас», — ответила Люда. «А значит, надо было лучше предупреждать. Я не знал, что это будет так тяжело», — вздохнул Коля. Брат с сестрой так ни к чему и не пришли. Таисия оставалась пока у сына. До пожилой женщины начало доходить, что детям она абсолютно не нужна. Она поняла, что в этом мире ее никто не любил. Она совершила страшную глупость, когда разрешила детям продать дом. И теперь у нее ничего не осталось. Ей некуда идти. Она потеряла все, что у нее было, и оказалась не нужна детям. Таисия решила сходить в гости к соседке, которая жила возле ее бывшего дома. Коли с женой дома не было, поэтому она взяла свою сумку и самостоятельно пошла на транспорт. Пожилая женщина не знала, какая маршрутка идет в тот район, но решила, что спросит людей на остановке. Телефон оставила дома, все равно никто звонить не будет. Искать ее тоже. Добрые люди подсказали ей номер транспорта, который едет в нужную сторону. Она благополучно добралась до места назначения. Когда она увидела, что стоит вместо ее старенького дома, то ахнула. Теперь там был шикарный особняк. Высокий забор защищал дом от посторонних глаз. Ничего больше не напоминало о том, что когда-то здесь жила пожилая женщина. Таисия почувствовала, как глаза наливаются слезами. Что же она натворила? Как она могла пойти на поводу своих детей, которые так подло поступили с ней? У нее закружилась голова, и она прислонилась к высокому забору. Через минуту она услышала недовольный голос. «А ну-ка отойди отсюда! Нашла себе место, где передохнуть.
Быстро иди отсюда, алкашка, а то я сейчас полицию вызову, и тебя заберут туда, где тебе и место». Пожилая женщина подняла глаза. Перед ней стоял высокий молодой мужчина. Он, нахмурившись, смотрел на нее. Старушка ничего не ответила ему, но убрала руки от забора и попятилась. Тут она споткнулась о камень, упала и громко вскрикнула. «Таисия, это ты, что ли?» Услышала она знакомый голос. «Что ж это такое? Что так неаккуратно?» К ней подскочила ее бывшая соседка Люба. Она помогла женщине встать. К счастью, Таисия ничего не переломала. Она подвернула ногу. Ей было больно идти. «Пойдем ко мне, я помогу тебе», — сказала Люба. Она привела женщину к себе домой. Таисия прихрамывала, нога немного болела. Она ничего не видела перед собой из-за слез, которые лились ручьями. Люба напоила чаем, угостила вкусным кексом. Через 40 минут Таисия успокоилась и могла уже нормально говорить. Люба поначалу ее ни о чем не спрашивала. Она ждала, пока женщина сама сможет все рассказать. Таисия ей все рассказала. Она рассказала ей, что дети заставили ее продать дом против ее воли, что теперь она им совсем не нужна, и никто не хочет жить с ней, что они не знают уже, куда ее деть. Ни одного ласкового слова или взгляда Таисия не видела и не слышала. Это была не жизнь, а сплошное мучение. Люба грустно посмотрела на Таисию. Ей было так жаль пожилую женщину. Между ними была разница 5 лет, но Таисия выглядела совсем дряхлой старухой. Было видно, что женщина очень постарела за последнее время. Никто не заботился о ней. Какая несправедливость! У этой женщины 2 детей, но они выросли такими бесчеловечными. Имея родных людей, эта женщина была такой одинокой. В глазах у Любы загорелась решимость. Она знала, что делать. Она не бросит эту женщину. Любовь взяла Таисию за руку и сказала: «Знаешь, что я тебе сейчас скажу? Ты больше не будешь одна. Мой сын собирается забрать меня в деревню. У него там большой участок земли, и он построил там хороший дом. Он забирает меня к себе, чтобы я жила в его стареньком доме рядом. Я хочу забрать тебя с собой. Домик маленький, но неплохой, и мы прекрасно там поместимся с тобой вдвоем. Я уверена, что мой сын не будет против. У него 4 детей. Мы с тобой будем следить за ними и помогать моему сыну. Может быть, и в огороде поковыряемся. Я уверена, что мы там не будем лишними. У него прекрасная жена, Марина. Она всегда была приветлива со мной и никогда меня не обижала. Она очень хочет, чтобы я переехала туда, к ним. Скажи, как тебе эта идея? Я уверена, что все устроится лучшим образом, и можешь сказать своим детям, что ты уезжаешь со мной. Они все равно не смогут нам помешать». Таисия внимательно слушала соседку. У этой женщины была такая решимость в голосе, ее голос звучал так ласково, и у Таисии появилась надежда, что теперь все будет хорошо. Когда она услышала фразу «сказать детям», то пожилая женщина отрицательно покачала головой. «Нет, я ничего не хочу говорить своим детям. Пусть они даже не знают, где я. Они подумают, что я пропала или что меня уже нет в этом мире. Не хочу, чтобы они знали что-либо обо мне. Они будут только рады, если я исчезну. Они меня очень обидели». У Таисии снова появились слезы на глазах. Люба ободряющим жестом похлопала ее по плечу. «Хорошо, как ты скажешь, только больше не плачь. Я сейчас позвоню своему сыну, все расскажу ему. Ты увидишь, он у меня хороший, никогда не бросит нас с тобой». Прошло 3 месяца. Теперь Таисия жила в деревне вместе с Любой, в маленьком и стареньком, но очень уютном домике. Женщины прекрасно ладили. Сын Любы, Павел, заботился о них. Люба рассказала ему всю историю Таисии, и Павел с удовольствием забрал Таисию к себе в деревню. Пожилые женщины помогали Паше,
занимались его детьми, по возможности копошились в огороде. Они высадили цветы на клумбах перед домом молодых и перед своим домиком тоже. Теперь Таисия всегда улыбалась, теперь на душе у нее было спокойно, она была нужна людям. Помогала им и Марина, с благодарностью относилась к обеим женщинам. От нее никогда не было слышно ни одного грубого слова. Она всегда ласково и приветливо разговаривала, часто звала пожилых женщин к себе на ужин, угощала чем-нибудь вкусным. И это была золотая женщина. Таисия была благодарна посторонним людям, которые приютили и заботились о ней. Теперь она была счастлива. Иногда она задумывалась о своих детях, которые жили где-то там далеко и не знали ничего о ней. Наверное, они думали, что ее уже нет на белом свете, и поэтому были рады, что она больше не висит на их шее. Люба несколько раз предлагала ей, чтобы Таисия известила детей о своем добром здравии. Но Таисия была категорически настроена. Она не хотела видеть своих детей, которые так поступили с ней. Люба узнала, где живет дочка Таисии, и сама пришла к ней, чтобы рассказать о матери. Когда Люда услышала, что ее мать жива, она разозлилась. Прекрасно. Эта старуха ушла из дома, ничего никому не сказала, а теперь живет себе припеваючи у чужих людей. Разве эта мать могла бы сказать, что у нее все хорошо, и она нашла место, где жить? Мы тут несколько дней ее искали, время свое тратили. Люба возмутилась. Несколько дней? Вы искали мать всего несколько дней? Да разве вы дети? Вы монстры какие-то. Она вам не нужна была. Как так можно? Зря я пришла. Вы звери, а не люди. Люба ушла, унося с собой ощущение, будто она вымазалась в грязи. Она не сказала Таисии, что была у ее дочери. Женщина действительно не нужна была своим детям. Они даже не спросили, где живет теперь их мама. Пусть лучше Таисия доживает остаток своей жизни здесь, в деревне, с хорошими людьми, чем знает, какие гадкие слова говорила ее дочь. Таисия и Люба прожили вместе еще достаточно долго. Их маленький домик всегда утопал в цветах, а на кухне стоял запах чая с ромашкой. Таисия успела побывать и на свадьбе старшего внука, Артемки. Внуков Любы она давно считала и своими, а они ласково называли ее бабушкой. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.